Друзья, всем привет! С вами канал Power Device, и сейчас мы поговорим о новой оболочке HyperOS, которую недавно представила компания Xiaomi. Сперва это были только слухи, но потом официально подтвердилось, что Xiaomi хотят заменить MIUI на HyperOS. Это глава компании Лэй Цзюнь, и не по официальным данным у него в руках Xiaomi 14, как вы уже поняли, на оболочке HyperOS. Но факт остается фактом, эта оболочка выйдет только на китайском рынке. И насколько я понял, на наших глобальных рынках будет и дальше выходить MIUI. Но это еще не точно. Об этом узнаем чуть позднее. Но по своему опыту скажу, что скорее всего так и будет. HyperOS выйдет только для китайского рынка. Так вот, друзья, по мере выхода этой оболочки HyperOS на китайском рынке появились очень крутые и полезные новые обновления. Причем для всех Xiaomi, которые уже сейчас можно установить на ваши смартфоны. И таких приложений не одно. Так вот, сейчас расскажу, что полезного можно урвать и установить на ваши смартфоны из новой оболочки. Расскажу, какие новые приложения стоит установить и обновить, и какие основные изменения там произошли. Обязательно досматривайте ролик до самого конца, чтобы не упустить никакие моменты, и чтобы максимально полезно обновить свои смартфоны. Итак, друзья, всего я хочу представить вам 4 приложения. Это 4 новых полезных обновления. И первое из них – это новая шторка. Отмечу, что это не самое важное обновление. Будут еще лучше. Такую вот шторку представили Xiaomi в новой оболочке HyperOS. Самое важное для многих, что здесь появился официальный плеер. К сожалению, в этом плеере мне не нравится то, что он перестает быть активным, когда его закрываешь, через некоторое время. То есть вот сейчас он у меня не активный. Для того, чтобы его запустить какой-то трек, нужно открыть приложение «Музыка», к примеру, запустить трек. После этого данный трек появляется здесь, и им уже можно управлять. Было бы гораздо лучше, если бы этот трек отсюда вообще не выгружался. Смотрите, я сейчас закрою приложение «Музыка». Снова иду в плеер, и трека этого уже здесь нет. Но если мы нажмем на play, то снова откроется приложение «Музыка». Например, в приложении YouTube я запускаю какую-то музыку. Теперь она отображается в нашем плеере. Но снова до того момента, пока мы не закроем приложение. Теперь нужно нажать на play, и открывается последнее приложение, с которым взаимодействовал плеер. Думаю, здесь все понятно. Как вы поняли, у меня это обновление уже установлено, сейчас я его удалю и установлю вместе с вами. Для этого заходим в приложение, все приложения. Кстати, обратите ваше внимание вот на это новое меню в приложениях. Это еще одно обновление приложения «Безопасность». В нем также есть новые фишки и нюансы, но к нему мы вернемся чуть позднее. Итак, в поиске я пишу «плагин пользовательского интерфейса», открываю его и удаляю обновление. Теперь у меня возвращается старая шторка. Кстати, друзья, отпишитесь в комментариях, какая из шторок вам больше нравится. По сути, друзья, если бы вот здесь был плеер где-то внизу, мне бы лично больше нравилась вот эта шторка. А вам как? Теперь я устанавливаю обновления, они у меня уже подготовлены вот в этой папке. Плагин пользовательского интерфейса. Шторка автоматически обновляется. Здесь все просто. Также, конечно, основные изменения здесь – это вот эти все плитки перенесены вниз. В старой версии они передвигались вот таким свайпом, справа налево и обратно. К слову добавлю, если вы будете пользоваться этой шторкой, то вот это окно устройства умного дома нам не нужно. В дальнейших своих роликах покажу, как его убрать. Так что подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие интересные видео. Ну а мы переходим к следующему обновлению. Кстати, все эти обновления вы сможете себе, конечно же, установить, но сперва смотрите ролик до самого конца, чтобы понять, какие именно обновления вам стоит установить, а какие нет. Просмотрите сперва все функции. Итак, следующее и большое обновление будет касаться приложения «Безопасность». Первое, куда мы зайдем, это заряд. Друзья, вот это меню Xiaomi переработали. Это обновление подходит на наши глобальные смартфоны, но, к сожалению, здесь все на английском языке, но не вижу в этом никаких препятствий. Это всего лишь формальность. Его смело можно устанавливать на наши девайсы. Например, разберем первое меню.
Открываем вот эту вкладку, и здесь мы видим 4 мода. Мод производительности, простой мод баланса, экономия батареи и экономия батареи ультра. По заявлениям Xiaomi они переработали эти моды. Теперь они работают более производительно. И, например, смотрите, если мы зайдем вот в эту вторую строку, то здесь мы увидим состояние своей батареи. И чтобы в этом обновлении включать нам режим экономии энергии, заходим в первую строку, нажимаем Battery Saver, режим экономии энергии. Здесь появляется дополнительное меню Battery Saver Setting. Заходим в него, и здесь можно устанавливать, что будет отключаться при включении этого мода. В принципе, в этих галочках нет никаких изменений. А вот здесь снизу можно выставить, когда этот мод сохранения энергии будет включаться автоматически. И вот здесь, друзья, есть очень интересный момент, новый. Я и раньше рекомендовал заходить в это меню и включать экономию энергии на ночные часы. Например, у меня это 12 ночи, включение, и выключение в 8:30 утра. Рекомендую включать данный режим. Так вот, в этом обновлении к этому режиму есть еще одно дополнение. Шагаем назад, еще назад. Зайдем в настройки, оптимизация батареи. И вот здесь, друзья, в этой новой версии приложения «Безопасность» появился новый пункт. Night Time Mode. Если говорить про него вкратце, то при активации этой галочки ваш телефон в ночные часы приостанавливает работу некоторых процессов, что приводит к экономии вашей батареи. В общем, естественно, я уже немного потестировал данную функцию. Она действительно вроде как немного работает. Понятно, что нет какой-то супер экономии, но 2-3% за ночь будет экономиться. Также, друзья, вы должны понимать, что у меня была включена вот эта галочка вместе с тем модом, который я вам до этого показывал. Экономия энергии у меня также включается на ночные часы. И возможно, это она положительно влияет на батарею в ночные часы, а возможно и новая функция. Но мне показалось, что с этой функцией все это стало лучше. Так вот, рекомендую вам обновить приложение, включить эту функцию и ту, которую я показал до этого, экономию энергии. И отпишитесь в комментариях, какие положительные моменты вы из этого заметили. Дальше, друзья, следующий момент с обновлением приложения «Безопасность». Теперь я устанавливаю любые приложения, когда вы уже хотите открыть установленное приложение, а перед вами вылазит проверка. Знаете такое окно? Оно немного напрягало. Так вот, теперь, друзья, насколько я понял, новое приложение «Безопасность» не открывает то окно. Оно на заднем фоне проверяет приложение, чтобы, так сказать, вам не надоедать. Я также считаю это плюсом. Идем далее. Еще один плюс в обновлении приложения «Безопасность». Делаем щипок на рабочем столе. Виджеты. Находим вкладку «Безопасность» и смотрим. У нас появился новый виджет. Добавляем его. Лично у меня в старой версии его не было. Что это за виджет? Он отображает те приложения, которыми вы больше всего пользуетесь или пользовались совсем недавно. Также здесь в углу появляется такая папка со сборкой всех приложений. Если на нее нажать, то мы попадаем вот в такое меню. Быстрый поиск по всем приложениям. В строку вводим какое-то название и быстро находим нужное приложение. Либо через данный виджет все приложения можно искать по алфавиту. Клацаем сюда. Думаю, здесь все понятно. Двигаемся дальше, друзья, и однозначно переходим к не менее важному обновлению для всех глобальных Xiaomi. Смотрите, я запускаю скрин-рекордер, захожу в его настройки, вкладка «Частота кадров», и здесь появляются дополнительные пункты, вплоть до 90 FPS. Ранее на многих Xiaomi, я бы даже сказал на большинстве, таких параметров не было. Максимум было 30 FPS, 90 было только на флагманах. В общем, я лично такому обновлению очень рад. И думаю, многие из моего телеграм-канала, из моего чата также будут рады. Ведь там общается очень много людей, в том числе и через скрин-рекордер. И, конечно, друзья, к слову добавлю, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, то обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать все интересные фишки по Xiaomi и в целом по Android. Также вы, наверное, заметили, что 3 пальцами, вот таким жестом слева направо, я вызвал скрин-рекордер. Если вы хотите также вызывать какие-то приложения таким жестом, то смотрите мой предыдущий ролик. Ссылку на него оставлю внизу в описании. Он тоже очень полезный и интересный. Итак, друзья, у нас осталось 2 полезных обновления.
Это часы и файловый менеджер. Если вы задаетесь вопросом, почему у меня здесь два файловых менеджера, то немного позднее объясню. Но сперва установим обновление на часы. Итак, обновление установлено, заходим в новые часы. Что нового нас приветствует, так это вот такой планировщик сна. Эту приветственную вкладку планировщика можно закрыть. Теперь нажимаем три точки «Изменить режим сна» и мы попадаем в эти же настройки. Нажимаем «Начать». Когда вы собираетесь лечь спать, вы получите уведомление об отходе ко сну за 15 минут до выбранного времени. Соответственно, выставляем здесь время и за 15 минут до этого времени вы получите уведомление. Жмем «Далее». Когда вы собираетесь проснуться, естественно, здесь выставляется будильник. Далее. Выбираем, когда вам придерживаться вот такого выбранного режима. Каждый день, либо только по будням. В общем, друзья, функция действительно интересная. Она помогает вам придерживаться выбранного режима. Рекомендую попробовать ей пользоваться. В целом же, в основном меню часов немного переработали интерфейс. Вот это старый интерфейс, а это новый. Следующее обновление на официальный Xiaomi-шный файловый менеджер. Так вот, друзья, почему же у меня их два? Смотрите, если смартфоны Xiaomi у вас давно, то вы знаете, что первым менеджером был вот такой. Это его интерфейс. А также у Xiaomi есть еще один официальный менеджер. И вот это его интерфейс. По сути, они одинаковы, только имеют разную обложку. В новом есть вкладка «Недавние», а также хранилище. И вот такие пункты: документы, изображения, видео и музыка. Так вот, последнее обновление Xiaomi выпустили именно вот для этой версии проводника. Но есть один небольшой нюанс. Смотрите, если я установлю это последнее обновление, интерфейс совсем немного меняется. Теперь вкладка «Недавние» у нас находится вот здесь, снизу. Но по сути все эти файлы, естественно, остаются там же. А также и кнопка хранилища переезжает сюда. Теперь оно выглядит так. По сути, больших изменений здесь нет. Но, друзья, я лично привык пользоваться вот этой новой версией проводника. И я бы остался на этом обновлении. Но когда я захожу в настройки, его просто выбивает из системы, то есть выдает ошибку. Если ваш новый проводник также будет выдавать ошибку, то зайдите о приложении, просто его удалите и установите его предыдущую версию. Все это я оставлю в своем телеграм-канале. Смотрите, вот это последняя версия, которая вылетает. А это нормальная рабочая версия, которая не вылетает, 4.4.0.9. Именно этой версией я и буду пользоваться. В общем-то, друзья, от новой оболочки MIUI, или правильно сказать от HyperOS, есть еще обновления. Например, погода, календарь и галерея. Но как я сказал, все это я потестировал и рекомендую вам установить только эти обновления, чтобы у вас все хорошо и правильно работало. Повторюсь, все это вы сможете скачать в моем Telegram. Ссылка в описании под этим роликом. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки под этим видео. Прожимайте колокольчик. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих видео. Пока-пока.